Совсем недавно наша семья побывала в чудесной стране басков. По пути мы заезжали в Сарагосу, очень атмосферный город, стоящий на берегу настоящей широкой реки. А после этого поехали в Бильбао, где жили у океана, покоряли на фуникулере гору Арчанда, ели местные пинчос, восхищались пауком Маман и щенком Папи, катались на кораблике. В общем, все это вы можете посмотреть в наших предыдущих видео. Сегодня мы продолжаем путешествие по стране басков, и у нас есть план. Все свои путешествия мы организуем сами, так как занимаемся организацией путешествий и мероприятий много лет. Это стало нашей профессией. Мы принимаем гостей в Финляндии, Эстонии, Испании, делаем для них программы, билеты, трансферы, бронируем рестораны, а по специальным запросам организуем индивидуальные путешествия по всей Европе, в том числе и на автомобилях, например, как этот. Новый год или рыбалка в Финляндии, поездка по островам в Эстонии или на Оланды, отдых на вилле в Испании. В общем, если нет времени, сил, желания или возможности подробно продумать свой лучший трип, обращайтесь к нам. Мы поможем вам с удовольствием и со всей нашей любовью к путешествиям. Ссылку на наши сайты и контакты я уже оставил в описании. Всего в 20 километрах от Бильбао в живописной местности стоит замок Бутрон. Пик его славы пришелся на 15 век, когда здесь даже побывал король. Но потом замок забросили, и он пришел в упадок до конца 19 века. Тогда один испанский маркиз решил его восстановить и превратить в настоящий сказочный дворец в баварском стиле. Работы велись долго, и маркиз умер, так и не увидев свою мечту осуществленной. После его смерти замок переходил к разным владельцам и даже некоторое время принадлежал Министерству культуры страны басков. Здесь проводились разные мероприятия, но сейчас замок продается и внутрь попасть нельзя. Зато можно погулять вокруг. Напишите в комментариях, хотели бы прикупить такой домишко. Следующей точкой на карте для нас стала Гастелугачи. Знаковое место в стране басков, да и, пожалуй, во всей Испании. Дорога туда ведет через горный серпантин и мелкие городки по красивейшим местам. От видов на океан просто захватывает дух. А эти леса по дороге очень нам напоминают наши страны. Все, жена сказала, что переезжаем. Гастелугачи – скальный остров с древней часовней на вершине, соединенный с материком узким каменным мостом. Гастелугачи известен не только своей природной красотой, но и легендами о драконах. Многие так и зовут его Остров Драконов. И сам остров очень напоминает спину дракона. Невероятно! Самая известная из легенд говорит о святом Сан-Хуане, который смог победить дракона, жившего на острове, и построил мост к его вершине. Согласно легенде, если вы подниметесь к часовне на вершине острова, исполнится ваше самое заветное желание. Место это также прославилось благодаря сериалу «Игра престолов», где оно стало одной из локаций для съемок. Парковка у Гастелугачи достаточно большая, но она практически всегда битком. Иногда приходится постоять, чтобы поставить там машину. Нужно признаться, мы очень хотели попасть на Гастелугачи, но не попали. Тупо не было билетов. Вход сюда бесплатный, но ограничен количеством человек, и поэтому необходимо заказывать билет онлайн, чего мы вовремя не сделали. Так что на остров мы не попали, но горевать не стали и с удовольствием провели время на весенней зеленой поляне с восхитительными видами на Атлантический океан. Мне понравилось это место тем, что тут очень много зелени, не такой, как в Бенидорме и рядом с Бенидормом. Там везде одинаковые, очень светлые деревья, а тут много всяких очень разных деревьев, в том числе всякие разные цветы, растения. Ну что, все на эмоциях. Всем нравится страна басков, всем нравится эта зелень, эти одуванчики, цветы. Эти деревья, здесь, кстати, куча эвкалиптов, здесь стоит такой классный запах. Из океана доносится такой свежий ветер. Очень круто.
Чем больше мы здесь гуляем и ездим, тем больше мне нравится. Океан, конечно, мощный. И даже вот вроде бы небольшая волна все равно выглядит прям огромной. Здесь сейчас вот серфингисты отдыхают. Мы, конечно, не знаем, какая погода здесь зимой и сколько солнечных дней, и насколько зелено здесь, скажем, в январе-феврале. Но вот сейчас конец марта, начало апреля, здесь прям, не знаю, поздняя весна, да, или начало лета. Но по температуре, да, прохладно. Но судя по живописности и по зелени, зелень уже здесь давно. Это были нереально крутые эмоции. Едем дальше. И навигатор привел нас в одно из уникальнейших мест в Испании. Только хотел сказать, какое прекрасное место это Сумайя. И какие классные города прибрежные, приводные. И как я люблю города на воде. Но все впечатление испортил ресторан, в который мы захотели пойти поесть. Как оказалось, что мы до сих пор в Испании, и кухня закрывается в середине дня. Поэтому поесть не получилось. Будем ходить голодные и злые, смотреть на достопримечательности. Что? Кефир продается. Там жалко, что несут. Кефир это очень круто. Место какое-то, видишь? Кефир в Смотри, автомате. можно купить банку, как в советское время. А можно вот такие литровые пластиковые бутылки. Очень хочется есть. На самом деле я понял, что на голодный желудок не могу делать ничего. Послали ребенка в магазин за хлебом. Ждем. Пока не возвращается. Надо отметить, ребенку 5 лет. Самостоятельно покупки еще не делал. Ура! Получилось! Илюшка, молодец. Просто было? 20, 10, получается 30. И 2 это сколько? 32. Народ, мы на краю света. Сумайя совсем небольшой городок и известен своими флишами. Флиш – это геологическая формация, уникальное природное явление, которое формировалось в течение 100 миллионов лет. Столкновение между иберийской и европейской тектоническими плитами и сотворило эти флиши. Флиш представляет собой настоящую книгу по истории Земли, которую ученые и геологи изучают уже многие годы. Сумайя также привлекает туристов своими великолепными пляжами и пешеходными маршрутами. Это место – безусловный рекомендацион. Просто потрясающие краски. Здесь мы тоже подвисли на несколько часов. Очень хотелось и погулять, и полетать, и спуститься вниз к флишам. Но в сутках, как известно, всего 24 часа. А жаль.